And then his very dear friend came, 1996, that was 20 years later. В 1996 году я познакомился с очень близким другом Шрилы Прабхупады. So he explained, our Srila Bhактиведанта Нараяна Махарадж, he explained that actually the whole point is to love Krishna. И тогда Бхактиведанта Нараяна Махарадж мне объяснил, что все предназначено для того, чтобы полюбить Кришну. It was there, Prabhupada told us, it was there in his books, but I just hadn't understood. На самом деле я обо всем этом читал в книгах Шрилы Прабхупады, но я тогда не был готов понять все это. So he explained what does it mean? What does it mean, love for Krishna? Really, who is Krishna? How do you love him? И Шрила Нараяна Махарадж мне объяснил, как полюбить Кришну. Кто такой Кришна? Very elevated topics. Very elevated topics. Это очень возвышенные темы. Actually, he, in the whole, Vaishnav community, he was practically the only one who spoke about these things openly. И он, пожалуй, единственный в сообществе из сообщества вайшнавов, кто так открыто и прямо рассказывал обо всем этом. Others, they were chastising him, criticizing him. И он встречался с большим потоком критики от других. Why are you talking about these things publicly? Они говорили ему, почему ты так открыто, Especially to these people. На людях говоришь обо всем этом, в особенности ты говоришь Западным. западными учениками. Неквалифицированным. So then he passed away 2-3 years ago. И вот уже 2 или 3 года, как его нет, 2 года, как его нет с нами. And then more recently I met with another very senior Vaishnava. И вот буквально недавно я повстречался еще с одним очень уважаемым, почтенным вайшнавом. Шрила Bhaktivedanta Bhaktivigyan Bharati Maharaj. Шрила Бхактиведанта Бхарати Махараджа. So he pulled us down. He brought us back to reality. И надо сказать, что он нас вернул к реальности, к первооснове. Emphasized very, very basic things. И он подчеркнул очень какие-то основные базовые моменты. Association with advanced devotees. В первую очередь общение с возвышенными преданными. Serving devotees. Служение преданным. Their group, it's amazing. How they serve devotees is just amazing. И очень удивительным образом они служат, его окружение служит другим преданным. Straightway when we arrived there, Как только мы приехали туда, this somewhat older man came rushing into the room, threw himself on the floor. Какой-то уже почтенного возраста человек тут же ворвался в комнату и предложил свои покупки. How can I help you? Please let me serve you. И он с молитвенно сложными руками говорил, чем я могу быть вам полезен? Oh my God, is this guy for real or what? Я подумал, это сон какой-то или что это? But every day he was coming in, cleaning, tidying, huge big water bottles he'd bring in for us. Он приходил, приводил комнату в порядок, все чистил, там приносил огромные бутыли воды. I needed a phone card. They took so much trouble to get a phone card for me. So much. И мне как раз очень нужна была телефонная карточка, и совершив неимоверные усилия, они нашли ее. Very simple thing. Это очень простые понятия такие. Like, he said his spiritual master, there was a big group of devotees, 1,000 devotees. И он рассказывал о своем духовном учителе, у которого было более 1000 учеников. And they were feeding them, giving out rice and vegetable. И они кормили их, кормили рисом и овощами. So the spiritual master, he wasn't sitting in his own room, he was watching and seeing how it's all going on. И духовный учитель, он не просто сидел у себя в комнате, он непосредственно наблюдал за всем этим процессом. So then he came to one of the devotees and said, "Are you satisfied?" И он подошел к одному из преданных и спросил, ну, ты доволен? And the devotee said, "Oh, I don't have any complaints." Он сказал, нет, у меня нет никаких замечаний. He said, "No, I didn't ask if you had any complaints, but are you satisfied?" Нет, я не спросил тебя о том, есть ли у тебя какие-либо замечания. Я спрашиваю, доволен ли ты? Devotee said,
actually, you know, you're serving rice, but we don't eat rice at home. Тогда он сказал, послушайте, вы нам здесь предлагаете рис, но мы не едим обычно рис дома. We're roti, like chapati. Мы обычно едим чапати, такие лепешки, роти. So spiritual master, Srila Madhava Maharaj, he told the cook, every day you make chapati for this. И тогда Шрила Мадхава Махарадж, так звали его духовного учителя, он дал указание повару каждый день готовить чапати. So much attention on very, very simple things. То есть очень важно внимание вот таким каким-то основным базовым вещам, мелочам. So it's very simple, actually. Таким образом все очень просто. Sometimes we lose sight of that. Но иногда это как-то уходит у нас из виду. So he's trying to get us to like really come back to basics. То есть таким образом он пытается нам вернуть это понимание первооснов. So according to the Vedic wisdom, society should be arranged so that all of this is freely available. Итак, веды предписывают, чтобы это все было доступно для человека в избытке. How to do that? Ну как это сделать? So there's four basic kinds of activity in society. Итак, 4 основных вида деятельности в обществе. Education, Это образование, leadership, руководство, managing resources, а также управление ресурсами and support work. и работа по поддержанию. And each person has their own particular inclination for working. И в каждом человеке содержится некая склонность к деятельности. So everybody should work according to their inclination. И человек должен реализовывать эту склонность, так или иначе. But the whole purpose of society is that people can progress materially, but the real goal is spiritual life. Но общество должно быть построено таким образом, чтобы люди прогрессировали в материальном смысле, но цель в то же самое время оставалась духовной. Like a motor car. Как, например, автомобиль. It's a vehicle to get us from one place to another. Двигатель предназначен для того, чтобы переносить нас из одного места в другое. But the real, like, maybe anybody came in a car? Кто-то приехал на автомобиле. No, where's the car now? Где сейчас машина? На улице. Ну, конечно. But you're here. Но мы-то здесь. The car is just a vehicle. То есть таким образом машина это просто средство. But this is the real business. So similarly, society is a vehicle. Таким же образом общество это тоже это средство перемещения. Body, the mind, is a vehicle. То есть таким же образом и тело, и ум также средство передвижения. Our material facilities, they're a vehicle. И все материальные удобства также являются этим средством. But the real point is to get this link with God. Но вся цель состоит в том, чтобы обрести эту связь с Божественным, с Богом. So first thing is there's spiritual education. Таким образом, первооснова это духовное образование. Not that we're brainwashed into thinking that everything came out of nothing in a big bang. Но не таким образом, что всем нам тут промоют мозги, что все произошло в результате огромного вселенского взрыва. And then worms evolved into monkeys and then human beings. А потом черви вдруг превратились в обезьян, а потом же. So no meaning in life, no value in life, nothing. Нет никакого смысла в этой жизни, никакой особой ценности. This is modern education. Но именно на этом и зиждется так называемое современное образование. So people can't think straight. Поэтому люди не могут ясно себе что-то понимать. So there has to be education how people can operate nicely in society, and also what is the real nature of life, what is spirituality. Но таким образом образование должно давать четкие ориентиры взаимосвязи в жизни, в обществе и в духовных целях. And then the leaders of society, they arrange society in such a way that everyone can engage spiritually. И также руководство общества должно позаботиться о духовном саморазвитии его сограждан. So conscious education, conscious leadership, conscious business and conscious work. Таким образом, это должно быть сознательное образование, сознательное
руководство и сознательная работа. That's actual society. Вот это подлинное общество. It's not possible to change the whole of society like that immediately. Конечно, невозможно вот так вот сразу быстро преобразовать все общество. So we need to build small groups, small models. Мы можем начать с каких-то очень маленьких, небольших микрогруппочек, And then моделей. this is actual revolution. Но и вот это и есть подлинная революция на самом деле. That will actually be effective. Вот это будет эффективно. If there's no spirituality there, then no change. Потому что если не будет духовности, не будет никаких преобразований. Like there's one, I don't know, British or American, George Orwell. He wrote a book called 1984, you know? British, yeah. Итак, один англичанин, Джордж Орвелл, написал книгу 1984. No, Animal Farm. Прошу прощения, он ферма животных. So the animals, they made revolution against the human beings. О том, как животные организовали революцию, направленную против людей, чтобы свергнуть людей. The pigs, they organized the revolution. И зачинщиками этой революции были свиньи. So at first everybody agreed that all animals are equal. И первый постулат, в котором все нашли согласие, гласил о том, что все животные между собой равны. But then the pigs, gradually things changed. And then they sort of, all animals are equal, but some are more equal than others. И потом, I don't know how you translate that. Они стали утверждать, что ну да, все равны, но некоторые более равны, чем другие. And in the end, the animals were looking in, the pigs was that they were doing trade with the human beings. И затем вдруг животные заметили, что свиньи, они взаимодействовали с людьми. And then the animals were looking in the windows and they couldn't see any difference between the pigs and the human beings. А потом вдруг они заметили, что уже нет никакой разницы между свиньями и людьми. So he was pointing out like what happens in revolution. Вот таким образом этот писатель, так сказать, иносказательно изобразил как бы ретроспективу революции, к чему она приводит. So real revolution, the word revolution means turning round. Потому что вот такая подлинная революция означает осмотреться вокруг. Then you have like a conscious revolution. Таким образом, это приводит к революции сознания. And that, if you throw a stone in the pond, then the waves spread out like this. И это подобно бросанию камня в водоем, который создает множество кругов вокруг себя. So when we actually become conscious, then and we live consciously and share it with others, then that effect is going to spread and spread and spread and spread in society. Если мы сами сознательно живем, то постепенно это распространяется на все сообщество вокруг. Sometimes Krishna devotees, they want to make like a varnashram revolution. Иногда преданные склонны создавать так называемую варнашрам революцию. Introduce the original Vedic system into the West. Они пытаются возродить исконные ведические принципы в западном мире. Okay, you're Brahmanas, you're Kshatriyas, you're Vaishyas, you're... Ты брамана, ты кшатрий. It can't work like that. Но на самом деле это невозможно. Because, for one thing, there are no pure Brahmanas, no pure Kshatriyas, no pure Vaishyas. Нужно понимать, что нету в чистом виде сейчас ни браманов, ни вайшьев. It's all mixed up. Сейчас все так смешалось. And the work also is not straightforward anymore. Work. И также жизнедеятельность этих классов, она также уже является смешанной, нечистой. Like in Vedic society, it was obvious. Somebody was Brahmana and they lived as Brahmana. Somebody else was Kshatriya and they lived as Kshatriya. Very, very different lifestyle. И в то время как в ведическом сообществе все было чрезвычайно четко структурировано, браманы могли поддерживать исключительно браманический образ жизни, который коренным образом отличался от образа жизни кшатриев или вайшьев. In a big organization, you don't get clear lines that somebody is Brahmana, somebody is Kshatriya. It's all mixed.
И мы видим, что в больших сообществах или компаниях все классы крайне смешаны. So to introduce like varnashram into society, to introduce the classical system in society, it can't work. Таким образом, следует отметить, что внедрить классическую ведическую модель невозможно. But the essential principles can work. Но в то же самое время мы можем придерживаться основополагающих принципов этой модели. Everyone works according to their inclination to work. Например, принцип действовать в соответствии со своими предрасположенностями. Everyone follows universal ideals. А также следовать каким-то вселенским принципам жизни. And then everybody aims to have, like, to live spiritually, to have connection with the Lord. А также культивировать в себе взаимосвязь с Высшим, Божественным, с Богом. It doesn't mean everyone has to be a Hare Krishna, or everyone has to be a Christian, or everyone has to be a Muslim. No. Но это отнюдь не означает какой-то тоталитаризм, что все вот только кришнаиты или все исключительно исламисты, мусульмане или христиане. But that link with the Supreme, that's necessary. Нет, более важна внутренняя глубинная связь с Божественным, с Богом. And that's the basic social plan. И вот это является первоосновой социального преобразования. And especially the teachers and the leaders, they cooperated very closely with each other. И в особенности необходимо взаимодействие учителей общества и его лидеров. The teachers, they were like consultants for the leaders. То есть таким образом учителя должны составлять консультирующую часть общества. And the leaders made sure that society was peaceful and that everyone was performing their duties properly. А лидеры должны поддерживать мир в этом обществе и мирное существование и исполнение своих обязанностей. In principle, it's very simple. То есть эти принципы очень простые. It doesn't mean to say that it's easy to do it, but it's simple. Но это вовсе не означает, что так просто реализуется практически. What do you think? Makes sense? Как вы согласны, в этом есть некое рациональное зерно? First of all, there's 4 universal principles for human beings. В первую очередь есть 4 вселенских закона для человеческих существ. We have to be truthful. Мы должны быть правдивы. Tell the truth, live the truth. Говорить правду, жить по правде. Second thing, we have to be kind and merciful. И второй принцип – это принцип доброты и милосердия. Don't use violence to other people. Мы не должны применять насилие по отношению к другим живым существам. Don't abuse, exploit others. Мы не должны эксплуатировать других или совершать насилие над другими. On the contrary, we should help everybody to advance both materially and spiritually. Но с другой стороны, мы должны способствовать развитию других существ, как в материальном смысле, так и в духовном. Then simple living. И третий принцип – это простая жизнь. Austerity, simple living means Аскетизм. we live simply, we use as little as possible. То есть это означает потреблять минимальное потребление всего. We should live fully comfortably, but not use more than we really need. То есть мы должны жить удобно, но мы не должны при этом использовать больше, чем нам необходимо. And then cleanliness and purity. И затем это чистота. Keep our body clean. То есть это означает Take shower regularly, телесная чистота, every day. совершение омовения каждый день, Wear clean clothes. носить чистую одежду, Keep the house clean. хранить дом в чистоте, Cooking, very, very clean. очень чисто готовить, Especially for worshipping, very clean. Everything. совершая поклонение, все должно быть очень чисто. These 4 principles, just think, if we're kind to everybody, we're truthful, Итак, если мы добры ко всем, мы правдивы, we live simply, мы живем просто, and we don't contaminate things, и мы не оскверняем, then the whole ecological crisis disappears. то
общем-то, мы сведем на нет всю экологическую катастрофу. Political crisis, economic crisis, Политический more or less disappears. кризис, мы более или менее устраним их. When we live as human beings, Так как then so many problems are dissolved. если мы живем просто как люди, то множество проблем будет разрешено. So because society is arranged in that way, that's why there's so many problems. И именно по этой причине такого построения общества возникает множество проблем. Like you see in India, there's so many flies there. Например, в Индии там множество мух There's so much rubbish, и очень много мусора. but the flies are fighting. Но мухи все равно... они Like there's a shortage of rubbish. Anyone who's been to India knows there's no shortage of rubbish. Итак, все, кто был в Индии, знают, что там нет недостатка в мусоре, но все равно у них недостаток. But still the flies are fighting. Get off, it's my rubbish. Дерутся, нет, уходи, это мой мусор, And the monkeys are fighting. мои отбросы. Также и обезьяны будут. Like in Vrindavan, there's constant gang warfare. Как, например, во Вриндаване постоянно происходит эта борьба. Gangs of monkeys, you know, there's one gang here, another gang here. Банды обезьян бросаются друг на друга. Dogs also. Также собаки. You see the dogs here, oh, strange dog. О, какой-то незнакомый пес. Начинается гавканье. So animals are like that, it's never peaceful. То есть животные, они всегда пребывают в таком состоянии раздражения. So human society, because people are trained to live like animals, so then there's no peace. И вот если и общество человеческое строится на таких же принципах, то никогда не будет мира. So these are universal principles for everybody. Но на самом деле эти вселенские принципы для всех. And then for everybody, according to their like place in society and according to their spiritual level, then they also have their special duties. Таким образом, в соответствии с положением в обществе и духовным уровнем, у человека есть определенный круг обязанностей. Like brahmanas, they're learned, they're very kind to everybody. Например, браманы образованные, они стараются проявлять доброту ко всем. Kshatriyas have very different nature. Но у кшатриев совершенно другая природа. So they're very bold, very strong. Они очень прямолинейные, очень сильные. Like Arjun and Krishna and Bhima, they wanted to have a fight with Jarasandha. Как, например, Арджуна, Кришна и Бхима хотели сражаться с So they dressed up as brahmanas. И они оделись, как будто бы они были браминами. So Jarasandha, he's demonic king. So Jarasandha's watching. Джарасанда был царем-демоном, и он смотрел на все это. These guys are not brahmanas. Но он тут же понял, нет, You seen them это не браман. big, like atlas. Потому что он увидел их And also he could see they got the mark of the bowstring across their chest. атлетическое сложение, а также следы отношения лука. See, I think these are kshatriyas. И он подумал, нет, Because brahmanas are like что это кшатри, это воины. Что брамины thinny and skinny, weak, обычно имеют too much более austerity. тщедушное телосложение из-за постоянного подвижничества. So he said, anyway, they're coming as brahmanas, so they're going to ask me something, I'll give it, whatever it is, I'll give. Итак, он сказал, ну так или иначе, они пришли ко мне как брамины, поэтому я удовлетворю их пожелания. So then they came forward, yes, we have something to ask from you. Итак, они подошли к нему и сказали, да, мы хотим тебя кое о чем просить. What do you want? И чего же вы хотите? Oh, we want to fight with you. Мы хотим сражаться с тобой. So different natures. Таким образом, это различные природы. Sometimes a kshatriya has to be very violent, И иногда кшатри вынужден применять насилие, but a brahmana shouldn't ever be violent. но это невозможно для брамина.